Люди пишут огромные книги. Я повесил камень, который отвечает на все мои жизненные вопросы, и запускаю его по спирали. Это мой утренний ритуал. Камень идет по спирали. Каждый оборот – это день, месяц, год жизни, в зависимости от ситуации. В финале камень останавливается. Это переход ума в разум. О чем это говорит? Что нужно находиться в нужное время, в нужном месте и делать нужные движения. Те движения, которые ты должен делать в 20 лет, их не надо делать в 60. Но, к сожалению, большинство людей живут вот так. Это означает, финал один и тот же, а отсутствие опыта. Они не идут естественным путем. Мне кажется, что одна из самых, не назовешь проблем, а задач вообще человечества, можно сказать, уроков, который здесь проходим, это осознать, кто мы. То есть понять вообще, кто мы, прийти вот к центру. Мне кажется, это только поможет сделать, когда мы наиграемся в разные игры, в разные роли. И наступит такой момент, когда мы захотим узнать, а кто же я вообще. Для меня основной задачей стоит это понимание, кто я вообще на самом деле. И если есть общее, как вот капля океана, если есть океан, я хочу вернуться в океан. Ну, вообще, ничего нет в этом, о чем я говорю. Все это давным-давно сказано. Когда ты прикасаешься к разуму Вселенной, когда ты настраиваешься, выключаешь все мысли, включаешь разум, получаешь ответы на свои вопросы. А здесь материальный предмет, людям проще через ум вот это вот понять все. Работает только простое, сложное не работает. Вот простой камень, он работает. А если написать толстую книгу, человек только запутается. Когда ты делаешь своими руками что-то, ты видишь результаты своего труда. Я вот делаю только то, что могу увидеть через час. Результат своего труда через час, что бы я ни делал. Потому что через 2 часа меня просто может и не быть. Когда ты делаешь быструю материализацию, это говорит о том, что ты на правильном пути. Ты сразу получаешь ответ, тут же его материализуешь в какой-то предмет или в сооружение, или даже строчку какую-то ты написал. Да все что угодно может быть. Это как лестница. С этой ступеньки ты видишь одно, с этой ступеньки ты видишь другое. Но в конце концов ты поднимаешься наверх и видишь все вокруг. Это ступени роста или возраста. Алексей, мне кажется, что Алексей это как сказать, такое послание, как бы он не то чтобы исключительно для меня, но я же воспринимаю, то есть точка обозрения я нахожу, у нас с ним происходят небольшие беседы, но они настолько глубокие, и они настолько имеют глубокое влияние, небольшие прогулки, небольшой труд на полянке, который не имеет никакого смысла, с одной точки зрения, там, когда камушек ставишь на камень. Да, казалось бы, никакого смысла в этом нет, но сам процесс, ты что-то сделал. Ты увидел, смотришь, как-то красиво камни стоят. Ты был вовлечен в процесс. Получается, это один из таких тезисов, что создавай что-то, но не будь ничему привязан. Вот, ни к чему не привязывайся. Даже к себе, к своему телу, к своей жизни. Года я возвращаюсь к нему в его вот это место, удивительное место, немножко отведенное от социального мира, там, мира людей. Оно дает мне понять, что я не сразу могу войти вот в это состояние. Вот Алексей для меня это как вот такое проявление родителя, который открывает какой-то новый мир, с которым я очень аккуратно знаком. Я прилетел в Краснодар, нанял такси, и водителю сказал, где кончатся деньги,
там я тебя отпущу. И мы с ним ехали до сюда полгода. Он жаловался, что у него семья разрушилась, все остальное, но денежный вопрос его сдерживал. Но мы останавливались, пожили в каком-то месте. Я просто искал место, где бы мне остановиться. И в конце концов я попал в Красную Поляну под Новый год. Все сложилось очень удачно и остался здесь. Вот с тех пор я живу здесь. У меня была девушка, гражданский брак, у меня была дочка. В общем, я приехал сюда, здесь обосновался, смог уже обеспечивать, то есть жизнь семьи уже в этом условии. И через 8 месяцев они приехали ко мне сюда. В процессе быта и обоснования здесь постоянно возникали вопросы. Они сами говорят, зачем ты нас сюда зовешь? То есть они видят, что у меня один путь, у них совершенно другой путь, то есть у моей жены и дочки. Поэтому то есть это было обоюдное и нормальное решение просто разойтись. Пришлось выдохнуть, отпустить и позволить человеку поступать как нужно. То есть фактически как бы они ушли. Для меня это был определенный, как это сказать, удар. А теперь спустя время я понимаю, что если череда событий, что просто это такой путь. И я это смог осознать, что это нормально. Вот опять же таки мне помог Алексей, потому что этот момент, это именно раскол и разрыва произошел именно у Алексея на Полянке. Потому что мы там недельку прожили вот всей семьей, и там мы определили, что мы дальше не будем вместе идти. До 40 лет я еще самоутверждался. Вот у меня в прошлом году я понял, что я уже не хочу кататься на лыжах. Потому что на одну чашу весов я поставил то, что я могу получить, а на вторую чашу какие движения я должен сделать для того, чтобы получить. И пришел к выводу, что мне не надо никаких делать движений вообще по отношению к лыжам, потому что все это я могу получить здесь, на месте, не сходя с этого места. Первое, что это знакомство с дикой природой было, потому что первую там палатку я разбил напротив его домика, что мне было страшно, потому что там лес ночью просто оживал весь. Я сплю в палатке, у меня будет просто что-то падает сверху на палатку постоянно. Я пытаюсь уснуть, продолжает падать. Понимаю, что что-то сидит на дереве и кидает ветки в палатку. Я это осознал, но для чего я не понимал это. В общем, около 10-15 минут это все продолжалось, и я слышал по звукам, что идет медведь. И я помню, что меня животные предупредили, чтобы я в это время бодрствовал, не спал. После этого я уже свободно смог доверять природе. Самое главное в жизни – это равновесие. Вот если нет равновесия у человека, его начинает раскачивать туда-сюда, туда-сюда. И в конце концов, если он потерял равновесие совсем, случается вот такое. Это результат. Я работал на бирже, у меня было несколько брокерских контор в 90-е годы. Проходил ступеньку, вроде и контора на первом месте по объему сделок была. И все хорошо было во всех планах. Но я не был счастлив. Хотя многие считали, что человек преуспел, все хорошо, все здорово. Но когда я переехал сюда, я понял, что я совершил правильный поступок. Хотя до этого, до всех этих биржевых дел, я жил примерно в таком же ключе, в горах, работал инструктором, жил на природе. Я занимался водным туризмом, сплавлялся по горным рекам. Но однажды, это было в Средней Азии, есть такая река Читкал, и у нас перевернуло плот и поволокло по этой горной реке. Каньон, зацепиться не за что. Вот я пытался зацепиться за что-то, выбрать, но чувствую, что я там просто расслабился, меня выкинул на берег. Вот этот самый большой урок, который я получил. Собственно говоря, с этого урока качество моей жизни и понимание жизни кардинально поменялось. Если ты сопротивляешься ситуации, пытаешься ее продавить, она как пружина, рано или поздно она распрямится
и выкинет тебя обратно. Я пришел к выводу, что надо сделать движение, если ты чувствуешь сопротивление. Дальше не делать ничего. Это не твое. Твое получается само собой. Вот мы сейчас идем по этой тропе. Мне достаточно просто ходить по ней 100 метров туда, 100 метров назад. Я чувствую себя в равновесии. Кому-то надо вокруг земного шара идти, или бежать, или лететь. У каждого свой путь, пускай он идет своим путем. Самое главное, чтобы он нашел этот путь. Для чего он предназначен? Ведь если человек занимается своим делом, все его остальные вопросы решаются автоматически. Вот ручеек. Вот она материализация. Ты потратил минуту времени и увидел результат своего труда. Это замкнутый круг, из которого нужно выйти, повзрослеть. И учитывая повторность событий, которые были, то есть череда событий, скорее всего, я опять социализируюсь на какой-то период времени. Ну, скорее всего, да, я иду в матрицу, но уже с позиции уже будучи не только игроком, который погружен в этот мир, а еще я обрел способность наблюдателя. Но обычно, когда заканчивается время, происходят какие-то события, которые тебе уже подсказывают, что все, там ты исполнил свои уроки. Вот так же у Алексея, он же больше года только не держит людей у себя на полянке. Он все, ты свои уроки усвоил, все, иди дальше гуляй. Не засиживайся. Основная задача это еще не засиживаться, иметь еще смелость сделать шаг дальше. Ответы нужны для того, для чего ты предназначен в этой жизни. Какие тебе уроки надо получить. Если ты не получаешь свои уроки, жизнь тебя поставит таким образом, что ты получишь рано или поздно. Как бы ты ни пытался этого избежать, обойти, эти уроки придут и настигнут тебя. Мы готовы? К закату? К закату, да. Мне понравилось.